Дежавю– ощущение, что происходящий сейчас новый эпизод уже переживался раньше. Иногда вместе с этим появляется чувство, будто человек даже знает, что случится через несколько секунд. По данным различных исследований, хотя бы раз в жизни дежавю испытывает довольно много людей. Обычно оценки находятся примерно в диапазоне от 2/3 населения и выше. В России феномен исследовали неврологи Павел Власов, Андрей Червяков и Владимир Гнездицкий. В 2013-м они опубликовали работу, в которой удалось зарегистрировать электроэнцефалограмму непосредственно во время эпизодов дежавю у пациента с височной эпилепсией. Эпизоды сопровождались патологической активностью правой височной области мозга. Это вовсе не означает, что обычное дежавю у здорового человека является приступом эпилепсии. Но работа показала, что чувство, будто бы это уже происходило, связано с конкретными процессами в структурах мозга, участвующих в памяти и узнавании. Отдельные эксперименты с виртуальной реальностью показывают еще одну особенность. Во время дежавю людям действительно кажется, что они могут предсказать следующий момент. Однако точность таких прогнозов остается примерно на уровне случайного угадывания. Эффект Манделы. У персонажа Монополии нет монокля, хотя многие уверенно его так вспоминают. Сам термин «эффект Манделы» появился после того, как Фиона Брум в 2009 году обнаружила целые группы людей, убежденных, что Нельсон Мандела умер в заключении еще в 80-х. Российский психолог Ольга Юрьева, кандидат психологических наук Пермского политеха, связывает такие случаи с механизмами ложных воспоминаний и конфабуляций. Память не является точной видеозаписью. При воспоминании человек частично реконструирует события, а пробелы могут заполняться информацией, которая кажется наиболее логичной. Причем проблема не ограничивается отдельными людьми. Эксперименты с известными изображениями показывали, что участники способны независимо друг от друга выбирать одну и ту же ошибочную версию объекта. Jamais vu. Хорошо знакомый объект внезапно начинает восприниматься как чужой или неправильный. Простейший пример можно получить многократным повторением одного слова. Через некоторое время даже обычное слово начинает выглядеть странно, словно написано неправильно. Крис Мулан, Акира О'Коннор и другие ученые воспроизвели этот эффект в лабораторных условиях. Участников заставляли многократно переписывать знакомые слова. Примерно 2/3 испытуемых хотя бы раз сообщили о jamais vu. В среднем необычное ощущение возникало примерно после 30 повторений слова или около минуты непрерывного письма. Человек не забывал значение слова и понимал, что оно написано правильно. Нарушалось именно ощущение знакомого, гиперфантазия. Некоторые люди способны буквально увидеть то, о чем думают. Они представляют какую-то сцену или предмет настолько ярко, что мысленный образ по субъективной четкости приближается к настоящему зрительному восприятию. По современным оценкам, выраженная гиперфантазия встречается примерно у 3% людей. На противоположном конце находится афантазия, практически полное отсутствие произвольных зрительных образов, пропавшее время. Человек едет по знакомой дороге и неожиданно замечает, что почти ничего не помнит о последних нескольких километрах. В популярной литературе это иногда называют дорожным гипнозом, однако современные исследования чаще объясняют подобные эпизоды автоматизацией деятельности, снижением бодрствования или переключением внимания. Российский нейрофизиолог Владимир Дорохов исследовал ошибки во время монотонной деятельности при постепенном снижении уровня бодрствования. Для этого использовались специальные психомоторные тесты, позволяющие экспериментально моделировать монотонную работу. Исследования обычного вождения также показывают, насколько часто внимание покидает дорогу. В одной работе 85,2% водителей сообщили, что во время последней поездки отвлекались на посторонние мысли.
ложное пробуждение. При ложном пробуждении человеку снится, что он уже проснулся. Он встает, смотрит на телефон, начинает какие-то утренние дела, а затем просыпается снова. В исследовании распространенности феномена сравнительно немного. Джорджо Буцци изучил 90 человек, регулярно переживавших осознанные сновидения. В этой специфической группе 79% испытывали хотя бы одно ложное пробуждение за предыдущий месяц, 46% за неделю, а 41% сообщал о них не реже раза в месяц. Самое характерное – реалистичность происходящего. Доппельгангер. В фольклоре доппельгангер – собственный двойник. В неврологии похожие состояния относятся к аутоскопическим феноменам. Человек может видеть собственное тело со стороны, либо чувствовать, что его копия находится рядом. Состояние довольно редкое. В 2006 году Шахар Арзи и Олаф Бланке исследовали 22-летнюю пациентку с эпилепсией. Во время электрической стимуляции левого височного теменного соединения она несколько раз ощущала фигуру человека непосредственно рядом с собой. Причем фигура меняла положение одновременно с самой пациенткой. Сонный паралич. При сонном параличе сознание уже восстанавливается, но характерное для быстрого сна подавление мышечной активности некоторое время сохраняется. Человек понимает, где находится, но не способен нормально двигаться. Крупный метаанализ 35 исследований показал, что хотя бы один эпизод сонного паралича испытывали примерно 7,6% населения. Среди студентов показатель доходил примерно до 28%. Эффект третьего человека. Альпинисты, полярники или люди, оказавшиеся в экстремальной изоляции, иногда сообщают, будто бы рядом находится еще один человек. Один из знаменитых случаев описал Эрнест Шеклтон после тяжелого перехода через Южную Георгию. У участников экспедиции возникало ощущение дополнительного спутника, хотя физически их было всего 3. В современной же нейробиологии используется термин ощущение присутствия. В 2014 году группа Олафа Бланке смогла частично воспроизвести его экспериментальным путем. Человек двигал рукой, а робот позади касался его спины. При синхронных движениях ничего необычного не происходило. Когда между движением и прикосновением вводили небольшую задержку, некоторые здоровые испытуемые начинали ощущать еще чье-то присутствие рядом. Исследователи связывают это с сенсомоторным конфликтом. Мозг получает противоречивые сигналы о собственных движениях и в некоторых случаях ошибочно воспринимает часть информации как действие другого человека. Квантовое бессмертие. Квантовое бессмертие принципиально отличается от прошлых феноменов. Это скорее философский эксперимент. Идея выросла из многомировой интерпретации квантовой механики, основой которой Хью Эверетт в 1957 году. При определенном прочтении этой интерпретации разные результаты квантового события продолжают существовать в различных ветвях состояния. Позже появился мысленный эксперимент квантового самоубийства. Наблюдатель ставится в ситуацию, где его жизнь зависит от результата квантового измерения. В одной ветви он погибает, а в другой остается жив. Отсюда возникает идея квантового бессмертия. Погибший наблюдатель не способен зарегистрировать собственную смерть и субъективно обнаруживает себя только в ветвях, где продолжил существовать. Версия, которая погибла, больше ничего не воспринимает. Поэтому с точки зрения собственного сознания ты продолжаешь существовать только в тех мирах, где каким-то образом остался жив. Но бесконечное ли количество таких версий? Хз. Но зато я точно могу сказать, что вы всегда можете поддержать канал по ссылкам в описании на Boosty или Tribute. Подписывайтесь.